Дорогие друзья, всем привет! Рад, что вы зашли на мой канал Food Court. Приветствую всех подписчиков моего канала. Надеюсь, вы вовремя получили уведомления. И у меня сегодня для вас новый рецепт. Курица варено-копченая. Холодное копчение. Тепловая обработка в су-вид. Посмотрите, какой прекрасный результат можно получить, используя современные гаджеты. Курочка получается нежная, мягкая, при этом упругой консистенции, не разваливается. Вот такой вот деликатес вы можете получить дома, приготовив курочку своими руками на своей кухне. И в этом видео я поделюсь с вами подробным рецептом. У меня на канале уже есть один рецепт куриных окорочков, который я приготовил аналогичным способом, но коптил на горячую в кастрюле. В этом рецепте я вам покажу холодное копчение дымогенератором лабиринтового типа улитка. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как приготовить в домашних условиях отличную курицу холодного копчения. Для приготовления курицы варено-копченой холодного копчения я взял вот таких два экземпляра. Вес каждого примерно кило 300 грамм. Одна такая желтенькая, другая беленькая. Одна фермерская, другая из обычного магазина. Каждую курочку я разрезал пополам, на две части повдоль. Тщательно промыл здесь все, косточки в середине. Вот такие у меня полутушки. И теперь я буду солить эту курицу методом шприцевания. Расчет необходимого рассола и содержания соли очень прост. Необходимо взять 10% воды на вес мяса. И на этот объем воды добавить соль из расчета 18 грамм соли на 1 килограмм мяса плюс вода. Соль я взял нитритную с содержанием нитрита натрия 0,6% пополам с обычной поваренной солью плюс 1 грамм сахара. Вот такой у меня есть специальный инъектор, шприц кулинарный, игла, которая содержит два отверстия, и объем 50 миллилитров, то есть 5 кубов. Теперь я буду набирать в этот инъектор соляной раствор. Соль я растворил в обычной воде, кипяченой, комнатной температуры. И вот таким образом, параллельно косточкам, я буду вводить соляной раствор объемом из расчета веса данного конкретного изделия. Метод шприцевания хорош тем, что можно ввести соляной раствор прямо вот в суставы, в косточки, что позволит получить очень качественный посол. После того, как каждая половинка тушки курицы получила свою порцию соляного раствора, я упаковал их в вакуум. И теперь я отправлю это все в холодильник при температуре 4-6 градусов на 72 часа. Этого будет вполне достаточно, чтобы курица отлично просолилась. И снова здравствуйте, дорогие друзья. Прошло у меня 5 суток. Так получилось, что я планировал солить курицу 72 часа, но какие-то появились там дела неотложные, и я добрался до этой курицы через 5 суток. Курица прекрасно выглядит, сработала нитритная соль, и вот еще тут у меня появилось 6 окорочков. Зная, что я буду готовить курицу холодного копчения, я еще засолил аналогичным способом, точно так же методом шприцевания, еще 6 крупных окорочков. Я буду коптить это все на холодную, коптилка будет запускаться с дымогенератором, поэтому я решил не упускать возможность и пополнить свой запас деликатесов. Теперь упакованная в вакуум и просолившаяся курица отправляется в су-вид на тепловую обработку. Все это я укладываю в пищевой контейнер, ставлю ротационный кипятильник, выкладываю курицу и заливаю воду температурой там порядка чуть больше 30 градусов. Для того, чтобы курица в процессе тепловой обработки не всплывала, я чуть-чуть притопил ее, поставил досточку пластиковую и небольшой груз. Теперь на ротационном кипятильнике я ставлю режим
62 градуса и время 8 часов. Я специально выбрал такой низкотемпературный режим и такое длительное время. При посоле курицы я использовал нитритную соль. И за 8 часов эта соль, естественно, она распадется. А температура 62 градуса за 8 часов позволит мне получить невероятную консистенцию, получить которую другим образом просто невозможно. Так, после окончания варки душевания в ледяной воде со льдом полчаса, затем в холодильник на 12 часов для стабилизации. Вот такая получилась. Тут немножко вот выделилось чуть-чуть. И все. Вот так идеальная, нежная, мягкая консистенция. 62 градуса за 8 часов. Это, конечно, тот режим, который нужно попробовать. Да, ну и окорочка тоже вот такие вот получились. Вот. Тоже идеальная консистенция. Отека никакого нет. Вот это идеальный режим для курицы. Теперь я их обвяжу и сделаю с ними процедуру минутку в кипятке, чтобы смыть жир, и отправим их на обсушку. Вот таким нехитрым способом я перевязываю полутушки курицы обычным колбасным шпагатом. Ну и, конечно же, я буду делать петельку для того, чтобы у меня курица повисла в коптилке так, как ей положено быть. Ну вот, в принципе, все. Теперь я подвергну обработку поверхности курицы кипятком. Для чего мне необходима эта процедура? Я хочу в кипятке, вот так макая буквально на несколько секунд, 10, 15, 20 секунд, смыть лишний жир с поверхности кожи курицы. Дело в том, что чем жирнее поверхность изделия, тем сильнее прилипают частицы сгорания, вот то самое копчение. Но я не сторонник сильно закопченных изделий. Я вообще стараюсь избегать вот таких изделий, которые закопчены, как кирзовый сапог. Продукты копчения – это канцерогены, поэтому я хочу получить именно вкус, аромат, а не так, чтобы прямо вот это копчение скрипело на зубах. Поэтому, удаляя лишний жир с поверхности кожи курицы, я после обсушки получу такое легкое поверхностное оседание продуктов копчения на поверхности и получу именно тот щадящий легкий аромат копчения. Если вы любите более такую сильно закопченную продукцию, да, вы можете эту процедуру просто пропустить, а сразу после обвязки отправить курицу на обсушку. Для копчения я буду использовать вот такие пассивные дымогенераторы ленточного типа, называют их улиткой. Диаметр 19 сантиметров, у меня их 2 штуки, как вы видите, они в рабочем состоянии. Для поджига вот таких вот дымогенераторов используются вот такие декоративные свечки. Но я, в принципе, давно уже упростил все эти процедуры, и для поджига дымогенератора использую обычную газовую горелку. О методе холодного копчения пассивным дымогенератором типа улитка у меня на канале есть отдельное подробное видео. Сейчас в верхнем правом углу появится ссылочка, и вы можете перейти и посмотреть это видео для себя. Для копчения я использую вот такую древесную щепу.
Это у меня ольха. Это классическая древесная щепа, мелкая, фракции 0,3-1 мм. Специально вот она для таких дымогенераторов. На зарядку одного дымогенератора, вот такого типа улитки, диаметром 19 сантиметров, уходит где-то 150-160 грамм вот такой мелкой щепы. Хватает одной зарядки примерно на 5-6 часов копчения, там в зависимости от погоды, от температуры окружающей среды. Друзья, если кто-то из вас смотрит это видео без подписки, а такие точно есть, так что вам лучше не прятаться прямо сейчас. Поставьте этому видео лайк и подпишитесь на мой канал. А я буду делиться с вами прекрасными рецептами. А если вы еще нажмете на колокольчик, то будете своевременно получать уведомления о каждом новом видео, которое выходит на моем канале. Вот таким простым, нехитрым, примитивным способом в обычной картонной коробке я соорудил каркас жесткости. Вот такие сделал перекладинки и вывешиваю курицу на холодное копчение. Температура воздуха сегодня у меня 28-29 градусов, поэтому я думаю, что за 5-6 часов дымогенераторы вполне справятся. И вот, пожалуйста, посмотрите на этот результат. Как раз прошло практически 5 часов, и еще час у меня курица висела, проветривалась, для того, чтобы ушел резкий запах дыма. Вот такой прекрасный вид имеет уже готовое изделие. Вы не представляете, какой стоит аромат. Для того, чтобы продукты копчения пропитали полностью курицу, я упаковал в вакуум и отправлю их на сутки в холодильник для того, чтобы курица стабилизировалась и набралась вкуса. Вот в таком виде я получил готовый результат. Холодное копчение при температуре от 26 до 32 градусов позволяет белку быть стабильным, не сворачиваться, и продукты сгорания проникают в структуру мяса и дают вот тот самый вкус, эффект копчености. Теперь осталось только курице немножко набраться вкуса, и мы будем ее пробовать. Ну что, дорогие друзья, прошло еще 2 суток. Курочка пролежала в холодильнике при температуре где-то 4-6 градусов. Она набралась вкуса, продукты копчения проникли в структуру мяса, и пришло время дегустации.
Что я хочу вам сказать, друзья? Запах невероятный, цвет благородный, достойный, консистенция такая мягкая, но при этом упругая. Вот именно такой цвет я хотел получить, такой уровень плотности копчения. Именно для этого я обрабатывал в кипятке эту курицу, чтобы снять лишний жир. А вот теперь посмотрите, что такое режим тепловой обработки 62 градуса 8 часов. Абсолютно полная готовность. Даже косточки мягкие. Идеальный просол. Посмотрите, как отделяется мясо грудки. Это просто невероятная штука получилась. Сous-вид делает чудеса. Как же это вкусно, друзья! Такого качества курицу можно приготовить только в сous-вид. Нитритная соль дала вот тот ветчинный вкус, который невозможно получить никаким другим способом. А консистенция мяса, его структура сочная, при этом не рыхлая, плотная. Вот именно такой результат я хотел получить, используя такой метод тепловой обработки и холодное копчение. Друзья, если вам понравился этот рецепт, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь на фудкорте, вас ждут много вкусных и интересных рецептов.